Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Лена и Ваня Лайф. И немного поговорим о том, что Лена нам показала в запретограмме. Больше, конечно, в запретограмме Лена нам рассказывала, чем показывала. Но рассказала очень интересную историю. Коротенькую, но интересную. Ну а пока Лена радуется, что ей на работу надо к 10 часам утра, а не к 9. И какое счастье, что есть возможность у Лены ходить утром, чем Лена, я так понимаю, и не преминула воспользоваться. Счастлива Лена, что снова вернулась почти к своему прежнему распорядку. Но опять же, это всего на один день, и стоит ли Лене так сильно радоваться этому? Жалуется нам Лена, что вот, мол, волосы отросли, корни теперь вот у нее видны желтые. Желтые корни волос, подумала я. Лена что, блондинка, что ли? Ну, не знаю я. Как по мне, так все-таки где-то Лена нам врет. И вот Лена взяла краску, думала, что фирменную, оказалось, что не особо фирменную, какую-то дешевую, какую-то с похожим названием на фирменную. И сама покрасила себе корни волос. Да, все мельчает Лена. Уже и краску дешевую берет, и сама себе волосы красит. Уже не ходит по парикмахерским. Ну вот. Денег нет совсем, поэтому надо, чтобы у нее раскупали эти платья, причем быстрее. Лена уже не знает, как эти платья лучше показать. И на себе она их показывает, и просто так на вешалке их показывает, и даже на туфли на высоком каблуке она встала. Да, представляете, хотя ей явно было неудобно ходить на этих самых высоких каблуках. Но на что не пойдешь ради денег? Ой, простите, ради зрителей. Конечно, ведь Лена старается для зрителей, ни в коем случае не для своего кармана. Нет, что вы, все ради любимого зрителя. Слушает Лена аудиокниги, хотя для чего она это делает, мне не понять. Ведь Лена, по ее собственному утверждению, в запретограмме она говорила это, запоминает лучше текст зрительно, чем на слух она его запоминает. Но, тем не менее, она почему-то предпочитает аудиокниги. Ну вот, наверное, в силу своей занятости, да. Теперь у нее времени нет, просто так сидеть с книжкой где-нибудь уютненько, так, чтобы было где-то за окном то ли дождь, то ли снег. А у нее тут камин в комнате, тепло, да и вид из окна открывается красивый на город. И об этом она пока еще только может мечтать. Но изо всех сил Лена визуализирует свою мечту. То у нее подобная картинка в телевизоре, да, заставка ютубовская какая-то, то у нее в запретограмме какая-то такая картинка, где Лена потом написала поверх этого самого ролика, что вот было бы здорово оказаться здесь, в тепле, когда за окном дождь, и когда хочется просто побыть наедине с самой собой. Как говорит папа, познать сначала себя, а потом уже начать познавать других. Да, папа у нее философ, оказывается. И вот сидеть и читать книгу. Думаю, Лена, когда в последний раз ты читала книгу? Причем там было написано, что да-да, без гаджетов, только книга. Книга, дождь и Лена. Ваня, кстати говоря, не входил в мечту Лены. Про Ваню там и мысли не было вообще. Где Ваня будет в этот момент, когда Лена будет расслабляться где-то в загородном доме и книжку читать, я не знаю. Но, тем не менее, как-то так вот Лена мечтает. Такие вот у нее мечты. Ну, а пока Лена еще не заработала на загородный дом, и приходится ей по пути на работу слушать эти самые аудиокниги. Говорится в этих книгах о душе, затрагивают эзотерику. Немного авторы тех книг, которые Лена слушает. И Лена с усиленной силой поглощает все в этом направлении. Да, так Лена нам и сказала. Усиленная сила. Ну да, любовная любовь, усиленная сила. Как-то так. Не знала Лена к своим годам, что такое манна небесная и где, в принципе, изначально встречается это выражение. Ну, думаю, хорошо хотя бы сейчас узнала. Кстати говоря, она перепутала манну небесную с манной, то есть энергией. В тех играх эта самая манна встречается, в которые Лена играет. Представляете, в свои годы? В общем, какой-то парадокс, да. Только Лена не подумала о том, что та манна, которая энергия,
с одной буквой Н пишется, а вот это манна, которая небесная, с двумя Н, с удвоенной Н. И не поняла Лена, что все-таки это разные вещи, но Википедия Лене дала новые знания. Благодаря Википедии Лена теперь знает, что к чему. Так что да, хорошо, что есть Википедия. Без нее Лена явно не справилась бы. И Лена искренне считает, что больше узнать знания, как она выражается, нигде нельзя, кроме этой самой Википедии. Вот так. Узнает знания с усиленной силой. Продолжает Лена на работе заниматься продажей этих самых платьев и брючных костюмов и говорит, что у них бодро забрали коллекцию платьев. И тут же нам показывает платья, которые у них не купили. Достаточно много этих платьев у них. Поэтому я не знаю, какие именно коллекции у них забрали, да еще и бодро. Почему-то сразу вспомнился детский стишок. В недрах тундры, выдры в гетрах, бодро тырят ядра кедров. А у Лены бодро раскупают всю коллекцию, правда, непонятно какую. Примерила Лена очередное платье и говорит, вот, посмотрите, оно так вот свободно на мне сидит. Ну и стала тянуть материал этого платья в районе груди. Говорит, вот, есть запас в груди, чтобы... Я аж дыхание затаила, думала, сейчас Лена скажет, чтобы было куда груди еще расти. Ну да, ведь она девочка, позиционирует она себя 12-летней максимум девочкой. Поэтому да, почему бы и нет, да, у нее грудь запросто еще может расти, почему бы ей не вырасти там в 12 лет. Но, как выяснилось, нет, для того, чтобы его, то есть платье, подвинуть. Вот так. Бодро двигаем платье. Кстати говоря, с отправкой этих самых платьев произошла какая-то путаница. Поехали они в этот самый СДЭК разбираться, что к чему. Лена говорит, вот скоро, мол, новогодние праздники, и поэтому сейчас уже начали высылать посылки люди друг другу с тем, чтобы как раз к Новому году пришли эти посылки. И вот женщина-приемщица запуталась, кому что отправить. В общем, да, поехали Лена и Оксана разбираться, что к чему. Выстояли там небольшую очередь, но хотя сказали, тут столько людей, ну что там было, 2, может быть, 3 человека. Но это нельзя назвать прям море людей, столько людей. Да, выстояли девочки, такую очередину. Но, видно, выяснили, что к чему. Потому как в нормальном расположении духа они потом отправились по магазинам. И Лена приобрела пиццу, 3 апельсина почему-то, только 3 непонятно. Вроде как Лена любит апельсины, ну и Ваня тоже любит цитрусовые. Но всего 3 апельсина. Вот такая вот своеобразная любовь к 3 апельсинам. И, кстати говоря, знает ли Лена, как связан Карло Гоцци и эти самые 3 апельсина? Вот вопрос, интрига. Я так думаю, что Лена даже не подозревает об этой самой взаимосвязи. Ну, купила на 3 апельсина, и ладно. Купила творожок чудо. Говорит, никто не ест, но Лена берет этот творожок. Для чего? Для того, чтобы в холодильнике хоть что-то лежало. Ну да, помнится мне, Лена показывала абсолютно пустой холодильник. И теперь никто не сможет сказать, что вот холодильник пустой. Нет, там есть творожок чудо. Вот так. Кстати говоря, пока Лена распаковывала свои покупки, у нее дома был Андрей на кухне. Да, действительно, мы видели ноги его, так Лена старалась закрыть его какой-то упаковкой, то крабовых палочек, то еще чего-то. Вот. То руки мы его видели, то ноги, но целиком мы Андрея не видели. Но слышали, да, вот такой вот мужской голос. Явно не Ваня это был, ну, 100% это был Андрей. И якобы Андрей покупает бумагу для выпечки. Но Лена почему-то в очередной раз назвала бумагу для выпечки шнягой. То у нее какая-то выпечка шняга, то бумага для выпечки у нее шняга. И вот эту самую шнягу покупает Андрей. Вот. Рассказала нам Лена о том, что крабовые палочки вообще без краба. Там рыба в составе, в основной своей массе, всякая разная рыба. Лена, спасибо, просветила. Мы не догадывались. Ну и что меня еще повеселило, это что касается запретограмма. Какая-то зрительница дает номер телефона Лены где-то в объявлениях. И объявление такого толка. Мол, отдам унитаз. Или в модельное агентство требуются модели. И так далее. То звонят Лене модели,
то требует у нее унитаз какой-то, чтобы она им отдала этот самый унитаз бесплатно. Ну, в общем, да. Что сказать? Лена в шоке. И, конечно, ей это не нравится. Но что сделаешь? Это вот обратная сторона медали. Слава, она такая. Сама Лена дала свой телефон. Ну так, если положить руку на сердце. Правда ведь? Правда ведь? Сама она его везде абсолютно обозначила. И в запретограмме, и в WhatsApp, где она его только не написала. Так вот, получается, все могут воспользоваться. Вот люди и пользуются. Но Лена понимает, что расстраиваться не надо. И Андрей ей подсказал выход. Говорит, давай, Лена, проводи такую акцию. Покупаете 5 платьев и унитаз вам в подарок. Ну, чудесно. Вот у Андрея есть чувство юмора. Андрей молодец, я считаю, в этом плане. Так что, возможно, скоро тому, кто купит 5 платьев, подарит Лена унитаз. Ну вот точно, кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Ну а Ваня, представляете, он в октябре сдавал функциональную грамматику и занял 3-е место по Москве, 2-е место по школе и 1-е место в классе. Представляете? И Лена уже начала гордиться своим ребенком, но оказалось, что на 3-м месте по Москве чуть более 1000 человек, на 2-м месте в школе 6 человек, ну а на 1-м месте в классе 2 человека. Но в любом случае Ваню можно поздравить, опять же, если это все правда. Помнится, мне в 4 классе он якобы занял 1-е место по литературе, по-моему, на Олимпиаде по литературе, да? Но мы не видели ни грамоты, ни сертификата, ни каких-либо других подтверждающих документов. На словах все это было. Ну, так и сейчас тут. Все только на словах. Так что верить этому или нет, конечно, каждый выбирает для себя. Ну, вот таким получился у меня обзор влога и того, что нам показывает Лена в запретограмме канала Лена и Ваня Лайф. Если он вам понравился, ставьте лайки. Если нет, ставьте дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!